Здравствуйте! С вами семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич. Когда семья находится на грани развода, то супруги говорят друг другу много лишнего. Особенно в этом аспекте жены перегибают палку, и их претензии часто завышены и необоснованы. Например, ты должен и денег много зарабатывать, и внимания больше семье уделять, и вообще бросить все и поехать с нами на море, чтобы доказать свою любовь. Здесь очень важно честно самому себе ответить, действительно ли я отдалился от дел семейных или претензии жены какие-то необоснованные, завышенные. Бывает так, что муж действительно очень много делает для семьи, а это, оказывается, никому не нужно, и это все обесценивается. Для того, чтобы лучше разобраться в происходящем, давайте посмотрим на ситуацию с позиции «я могу», «я хочу» и «я должен». Ведь семья — это определенный набор прав и обязанностей. Это прописано как в кодексе о семье. Мы вступаем в брак для того, чтобы получить какие-то бонусы, плюшки, да? То есть для чего-то мы же это делаем. Но в то же время мы теряем что-то, часть своей свободы, личного времени, интересов. Но наши приобретения, они больше наших потерь. Но тем не менее всегда мы что-то теряем, что-то приобретаем. Вот я хочу, я могу, да? Например, я по субботам, я хочу отдохнуть, посидеть, шашлык, пиво. Я могу все это организовать и приготовить. Второй момент. Я хочу, но не могу. Я бы и хотел поехать с вами на море, но сейчас не могу, потому что у меня работа. Я могу, но не хочу. Например, я-то могу помыть посуду, но не хочу делать. И самое главное, я не хочу, я не могу. Вот это тот самый момент, самый важный, который называется быть самим собой. Не могу не в физическом плане, что я не могу это сделать, а не могу такое моральное качество. Например, тещу мамой называть. Вот в советские времена была такая песня популярная: «Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, тещу мамой называл». Физически мужчина может сказать Марье Ивановне: «Мама». Я не могу не потому, что у меня проблемы с дикцией, а потому что назвать другого человека Марью Ивановну мамой, у меня язык не поворачивается. И если я буду как Иванов, Петров, Сидоров, то тогда кто же будет мной? А для кого-то это вообще не проблема, то есть это зависит от каких-то социальных ожиданий, но есть еще что-то очень личное, по каким-то своим причинам. Не нужно их никому объяснять. Поэтому вот этот момент «я не хочу и не могу» — это называется быть самим собой. То есть я проявляю уважение к своему личному пространству и отстаиваю свои собственные интересы. Второй важный момент касается «ты должен». Вот этот «ты должен» — это очень такая тонкая вещь. На вот этом «ты должен» построено очень много манипуляций. Причем для мужчин это, скажем, такая более болезненная кнопка, за которую рычажок, за который можно дергать. Чувство долга внутреннее. Это мужская черта характера. И вот за эту черту ее можно как в плюс, так и в минус. Часто ее используют как средство для манипуляции. Ведь нам с детства, особенно мальчикам, как говорят: ты должен себя хорошо вести, ты должен хорошо учиться, ты должен обеспечивать семью, ты должен, ты должен, ты должен. И вот это «ты должен» ломает даже те вещи, которые не ломаются. Оно лишает нас всех радостей жизни. И человек вместо того, чтобы получать удовольствие, радость от естественных вещей, начинает как-то очень напрягаться. Я же должен, да? Чувство долга является мужской характеристикой, поэтому мужчинами часто и манипулируют «ты должен». Женщинами это сложнее. А мужчина, он изначально чувствует, что я должен. Кому должен, почему должен, непонятно. Но должен. С детства идет. Все дети любят вкусно поесть. Вот здоровый ребенок, он хорошо ест. Но когда его начинает пичкать этой ненавистной кашей, ты должен хорошо есть, ломаются привычки питания. Но это еще только цветочки. Дальше в школу идем, такие довольные, первый класс, с гладиолусами,
Особенно мальчики, счастливые мальчики вообще более любознательные, им интересно. Вот он будет учиться, у него там вообще куча планов, он такой радостный. Домой идут с линейки, мама говорит: ну вот, ты должен хорошо учиться, закончить институт и пошло. И вдруг так не хочется учиться, так лень, так неинтересно, потому что ты должен. Это еще вот только начало. Высший пилотаж, многие уже догадались, конечно же, это супружеский долг. Я клоню к тому, что вот эта позиция «ты должен», оно лишает нас самых сильных, приятных ощущений радости. Будь то еда, секс, какой-то интерес, любимое дело. Когда мы делаем с позиции «ты должен», это становится обузой. Даже то же воспитание детей. Родился сын, папа какой счастливый, в роддом приходит там с цветами, у него там планы, как он будет воспитывать, что он будет делать. Тут мама включается и говорит: нужно так и так все делать. Строго все по инструкции, потому что я лучше знаю. И как-то уже не хочется. Уже не хочется никаким воспитанием заниматься. Лучше я на работе подольше побуду. Но если в семье, не дай бог, какие-то разлады, или жена вдруг решает, что ты не будешь заниматься воспитанием детей, то у папы возрождается вот это вот чувство долга. Я хочу сам воспитывать своих детей. Не дай бог там кто-то другой будет, какой-то другой мужчина, чему он его научит. И, кстати, сейчас после развода все больше и больше случаев, когда дети остаются с отцом, потому что есть материнская любовь, а есть вот отцовский долг. И папа зачастую иногда может дать ребенку в плане воспитания намного больше, чем мама. Когда вот уходит вот это «ты должен», то снимается какой-то вот напряг, напряжение эмоциональное, и у человека возрождается вот эта природная, скажем так, заводская настройка, когда мне нравится, я хочу действительно что-то делать, заботиться о своей семье, воспитывать своих детей, как-то вот достигать материальных планов, чтобы моим близким было хорошо. Но когда у меня требуют деньги и говорят: ты должен содержать семью, тогда почему-то я это не хочу делать. Вот этот момент «ты должен» мы также учитываем в процессе налаживания отношений между супругами. Мы выясняем, что действительно находится в зоне моей ответственности, и я чувствую, что я должен заниматься этим, а что мне хотят навязать, когда мной манипулируют. Иногда возникает такой вопрос: а как быть в ситуации, когда я никому ничего не должен, ничего не хочу и не могу? Как быть? У меня встречный вопрос. Зачем вам семья? Ведь семья — это всегда определенный набор прав и обязанностей. И вступая в брак, мы, конечно, что-то теряем. Какую-то свободу, личное пространство, свои интересы, да? Но мы приобретаем и приобретаем что-то большее. Здесь важно найти баланс. Если все-таки потерь больше, мы теряем больше, то вряд ли тогда нужна семья, и чаще всего люди разводятся. Но если все-таки в семье я что-то теряю, но суммарно я имею что-то большее, что-то более ценное и важное, то тогда можно смириться, скажем так, с какими-то неизбежными потерями. С вами была семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич.